Привет, мои дорогие друзья! Вы наверняка знаете о том, что скоро власть Путина рухнет, Кремль развалится, да и сама Россия развалится на много кусков. Кто это сделает? Это совершит оппозиция. Главная оппозиционная сила Российской Федерации – это ФБК, Фонд борьбы с коррупцией, его еще иногда называют, Навального, Алексея Навального. Навального уже давным-давно, не так давно, нет. Навального уже нет. В свое время ФБК выпускали ролики, сейчас они стали, допустим, чистым говном без примесей, но в свое время там были даже пара роликов, которые даже меня заинтересовали, такие, с интересом посмотрел, да. А вообще-то, если правильно говорить честно, так 90% это было чистое говно без примесей, коим сейчас они и являются. Но вот эти будем говорить прямо, собаки сутулые почему-то решили упомянуть меня. И я решил обратить на них внимание и прозрел от того, во что они, собственно, превратились с кончиной своего гения. Давайте посмотрим вместе. Как говорится, предыдущий ролик по этой теме вы видели. Это о том, как эти собаки сутулые существуют за деньги, ворованные пробизнесбанка. Мне кажется, это крайне интересно было. И нашим тоже. И русским, и всем. В общем, всем нашим, можно так сказать. Потому что одни в своих кастрюлях рассчитывают на то, что там сейчас оппозиция, там что-то там будет. А другие, хотя я не знаю, в России есть еще кто-то, кто верит в ФБК? А как все начало рушиться? Начнем с того, что еще когда Навальный сидел, отбывал свой срок, появились первые звоночки о том, что ФБК это не те, кого из себя строят. Заварилось все после расследования ФБК о мэре Москвы Собянине, в котором расследователи внезапно напрыгнули на бывшего главредактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и обвинили его в работе на Кремль, в участии в пропаганде электронного голосования, из-за которого, по мнению ФБК, они и не прошли, а также в работе на мэра Москвы, от которого Венедиктов получил 680 миллионов рублей на издание журнала «Мой район», который посвящено истории каждого района Москвы. Венедиктов ответил им и расписал даже у себя в соцсетях, на что пошли деньги. Но нас это интересует, если честно, мало. Нас интересует другое. Венедиктов в своем телеграме обратил тогда внимание на статью издания Bloomberg недельной на то время давности под названием «Критики Кремля добиваются смягчения санкций для антивоенных магнатов», которая к тому времени почему-то не получила широкой огласки. И вот как оказалось, эта статья, которая не получила тогда широкой огласки, гласила о том, что ФБК внезапно добиваются снятия санкций с некоторых очень заможных людей, с очень богатых людей, с миллиардеров. И называют их какими-то там путинскими чуть ли не критиками, да? Путинские критики. В статье приводятся слова на тот момент председателя ФБК Волкова. Вот что он говорит. Леонид Волков, председатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, лоббирует среди европейских, британских и американских чиновников расширение санкций, чтобы включить в них всех, кто входит в составленный организацией список из 6 тысяч российских чиновников и пособников Кремля. Чтобы вы понимали, как составлялся этот список, они в этот список втулили и меня, известного пособника Кремля, который, и они в этом списке, это написано черным по белому, написали, что я работаю в московском комсомольце, Вести ФМ, Россия-1 и Царьград. Также они написали слово «пропагандист» в моем профайле дважды, чтобы уж точно не ошиблись. Почему они меня туда внесли? Как сказано, у них консультантом выступал некий Марк Фейгин. Это тот самый, который рассказывал, что я насиловал детей в Европе, теперь за это меня в Европе разыскивают. Вот меня разыскивают уже много лет за это и никак не могут поймать. Этот дурачок был лишен в итоге статуса адвоката. В итоге я его повозил мордой в салат в судах. В общем, этот черт теперь бегает и по задворкам где-то пытается там что-то вот такое еще пукнуть. И вот он пукнул Волкову. Волков говорит: хорошо, вносим. Внесли сотрудника московского комсомольца, россиянина Анатолия Шария. Да и ладно. Мне от этого ни холодно,
не жарко, потому что списком теперь они могут подтирать друг другу жопу. Певчик, Певчик Волкову, Волков Певчих. Вернемся к тому, что говорит Волков в Блумберге. Но чтобы санкции были более эффективными для дестабилизации Путина, Волков считает, что западные чиновники должны установить четкие критерии того, как отдельные лица могут быть исключены из списка, в том числе путем осуждения войны и выплаты ущерба Украине. Конечная цель – остановить войну, а не наказывать людей, сказал Волков в интервью. Только при наличии стратегии выхода санкций могут быть эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им должен быть представлен четкий вариант. Сделайте то-то и то-то, и санкции будут сняты. По словам Волкова, он сказал британским чиновникам, что они должны снять санкции с Тинькова в качестве стимула для других российских магнатов порвать с Путиным. Дальше мы переходим к самому интересному из статьи, или, как бы я назвал, оппозиционная биполярка. В октябре 2022 года Волков направил в ЕС письмо с просьбой исключить из списка бизнесменов, которые осуждают войну и не связаны с преступлениями, совершенными Путиным режимом. Санкции иногда направлены против бизнесменов, действующих из лучших побуждений. Часто просто потому, что у них есть российские паспорта, в то время как настоящие преступники, обогатившиеся за счет тесных связей с путинским режимом, снова остались безнаказанными, сетует Волков. И вот само письмо, которое в ответ на расследование ФБК выложил Венедиктов. Вот оригинал, вот переведено на русский. Так с кого же призывал снять санкции вот этот вот упитанный хомяк Волков? С Фридманом. Фридмана он ставит в один ряд с Тиньковым. Тиньков, рассказывая о том, как он продавал свой банк там, за 3% стоимости, говорит, что ему позвонил Фридман и сказал: ты сумасшедший, надо было сначала продать банк, а потом уже критиковать Путина. Вот, например, Фридман мне позвонил и сказал: ты сумасшедший. Он говорит: ты реально сумасшедший. Он говорит: тебе надо сначала продать, потом заявить, сказал Миша. Я говорю: Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать. В качестве примера магнатов, заслуживающих смягчения санкций, Волков привел миллиардера Фридмана и его партнеров по Альфа-Групп Петра Авена, Германа Хана, Алексея Кузьмичева. Фридман публично осудил войну как трагедию, заявив, что война никогда не может быть ответом. В заявлении 28 февраля 2022 года, однако, он не стал напрямую критиковать Путина. Мы не считаем, что они как-то связаны с режимом Путина или что они должны нести ответственность за его преступления, написал Волков об акционерах Альфы. Волков заявил, что фонд не имеет финансовых связей с Альфа-Групп. Он назвал присутствие Авена на кремлевской встрече президента с олигархами в день вторжения ошибкой, но не должен использовать как признак связи с Путиным. Ну, присутствовали там где-то там на встрече, там это самое. Ну, что это значит, что создали многомиллиардный бизнес? Ну, это не значит, что они как-то связаны с властью. Каждый в России хочет создать бизнес, взял, создал. Где же тут это самое такого, понимаешь? Особенно такой бизнес. Короче, Волков в своем интервью о том, как составлялись списки 6000, рассказал очень лояльному журналисту «Дождя» о том, что в списке есть ошибки. Базовая идея этого списка – ударить по средним слоям путинской элиты, ударить по широкому кругу, не по узкому кругу путинского окружения, а по широкому кругу. Этот список, значит, мы опубликовали 2 недели назад. Первую итерацию, естественно, там были какие-то ошибки, неточности, кого-то мы забыли, где-то мы ошиблись, ну, то есть объем данных огромный. Я прошу прощения, что я сразу в но мне не кажется, вот если так уж, разговор между своими, что называется, но мне не кажется, что в таких делах довольно естественно, что сразу возникают ошибки. Это как раз вызывает вопросы. Ну, нет, конечно. Ну, то есть, здрасте, когда мы составляем список из чего угодно на 6000 позиций, там будут ошибки, это аксиома. Тот немножко приохренел, несмотря на свою очень большую лояльность к ФБК. Ошибки. То есть вы втулили в список людей, призываете ввести против них санкции, изменить их жизнь и ошибки. Ага. Оказывается, этот список видел Навальный. Ну, я же говорю, что гений современности, уже отошедший в мир иной, поэтому давать ему другие характеристики я не хочу. Ну вот смотрите, не заслуживают олигархи вот эти вот санкции. А кто заслуживает? Да без проблем. К примеру, директор самарского филиала физического института имени Лебедева. Он, по их мнению, точно заслуживает быть в санкционном списке. Потому что это разжигатель войны такой, что дальше просто некуда. И этот человек, который вот просто вот мы смотрим на список и сразу попадает нам в глаза.
Ого, директор самарского филиала Института Лебедева. Конечно. Разжигатель войны, блин. Наконец-то, после большого перерыва, надо честно признать, мы оказались в той ситуации, когда мы навязываем политическую повестку. Политический. Этот список политический в первую очередь. Там нет ничего и близкого к юридическим каким-то отзываниям. Ты критиковал ФБК, ты в списке. Ты слово кривое сказал про нашего бога Навального, ты в списке. Ты кому-то не понравился, ты в списке. Ты дал денег, ты не в списке. Вернее, даже нет. Мы отдельно призываем убрать тебя из предыдущих списков. Вот интервью певчих от 6 февраля Дудю. Ну, Дудь, он обычно лишних вопросов не задает. Я вообще не знаю, он сейчас еще кто-то его смотрит или нет. Суть не в этом. Певчих. Уже после того, как было написано первое письмо в защиту Фридмана. Твое отношение к Михаилу Фридману? Ну, не очень у меня отношение к Михаилу Фридману. Ну, ты не так категорично, как если, например, говорила бы про Усманова или про Ну, конечно, нет, конечно. Я должна... Я себя немножечко сдерживаю и стараюсь не бросаться с кулаками на собеседника каждый раз, когда я слышу фамилию кого-нибудь олигарха. Я все-таки стараюсь более здраво подходить и судить людей, героев нашего расследования, все-таки каждого отдельно. И тут очень важно, что Певчих объясняет, что должен был делать Фридман, чтобы вообще быть хорошим человеком. Или публично противостоять путинскому режиму, или поддерживать тех, кто противостоит. Дудь спрашивает, давать вам деньги? Нет. Потому что этот вопрос, ну все, денег от Фридмана мы точно брать не будем. Ути-пуси. Он должен был либо сам бороться и противостоять преступному путинскому режиму, либо, я не знаю, как каким-то образом поддерживать это, там, публично говорить, что поддерживать людей, которые это делают. Давать вам деньги. Точка, когда, мне кажется, было бы корректно нам брать его деньги, пройдена достаточно давно, мне здесь сейчас не могу это. И вот перед нами второе письмо, которое отправлено Урсуле фон дер Ляйен и Жозефу Борреллю. В нем оппозиционеры обращаются с просьбой снять санкции с Альфа-групп. Письмо, так же как и первое, опубликовал у себя в Телеграм Венедиктов. Вот оригинал, вот подписи. Подписи оппозиционеров, кстати. Обращение подписали 9 человек. Руководители ФБК Волков, соосновательницы телеканала «Дождь» Синдеева и Кричевская, бывший вице-премьер Альфред Кох, политик Гозман, журналисты Пархоменко, Парфенов, бизнесмен Чичваркин, конечно же, и экономист Иноземцев. Дата на письме 7 февраля 2023 года. Постойте-ка. То есть это на следующий день, после 6 февраля 2023 года, когда Певчик давала интервью Дудю и сказала, что Фридман плохой, и денег у него они не берут. На следующий день после этого эти мрази отправляют письмо фон дер Ляйен и Борреллю, где просят с него снять санкции. То есть публично они говорят одно, а не публично. Если бы Венедиктов не вытащил, никто бы не узнал. Они пишут другое. Таких чистых примеров взяток мы не видели никогда, наверное. Да, таких чистых примеров взяток нету. Я видел. Это когда камера правоохранителей фиксировала чистую передачу с последующим принималовым и посажением за решетку. Но здесь оппозиционеров не зафиксировали за этим. Наверное, они как-то по-хитрому передавали друг другу деньги. Волков в лучших традициях настоящего российского оппозиционера начинают говорить, что эта подпись не его. Фотошопили подпись. Это не моя подпись-то, ёпта. И это все после того, как Волков 9 марта 23 уже признавал, что первое письмо 22 года в Еврокомиссию было якобы ошибкой. В октябре 22 я подписал и отправил в офис Жозефа Борреля ниже следующее письмо. Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия. Подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил. Следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация на тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичного осуждения войны и раскола в России. Я ошибался. В том же обращении Волков заявил, что берет паузу в своей деятельности. Он берет паузу. На его должность была назначена Певчих, которая не могла не знать о письмах. А самого Волкова пожурил Навальный, который назвал это политической ошибкой. Политическая ошибка. То есть он не разгромил его в лучших традициях, как он умел это делать в отношении там, чиновников, еще. Он не сказал, слышишь ты же коррупционер, тебе же Фридман дал деньги, это же от ежу понятно. Нет, этого сделано не было. Политическая ошибка. Письмо Троцкого Каутскому.
Это политическая ошибка. Более того, Навальный подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что его соратник, заступаясь за Фридмана, действовал из лучших побуждений. Конечно, лучшие побуждения. Обратимся к их же каналу Навальный Лайв, где у них же выходит видео, где они же описывают путинских олигархов, где они же рассказывают о Фридмане и Авине, интересы которых на протяжении года активно лоббировали на Западе. Так получается, что для плебса они запускают свои вонючие расследования, осуждения и так далее, а не для плебса. Тихонечко под ковром пишут письма Урсуле, Боррелю и так далее. Более того, Боррелю они хорошо поездили по ушам, рассказав о том, что, оказывается, эти олигархи осудили там что-то. Где они что осудили? Алло! Ну и, конечно, они честные независимые бизнесмены, которые сделали себя сами. В том же материале Bloomberg есть слова Волкова. Ну, прекрасные просто господа. Главное, что если ты живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями. Если ты коррупционер, долбаная шавка, которая берет деньги у людей за выполнение определенных заданий, тут какого ж хрена? Ты кого-то осуждаешь, да ты не имеешь права даже и пасти своей не открыть, а приоткрыть, для того, чтобы кого-то осудить. Навальнисты, блин, долбаные. После этого они даже не скрывают, что Волков продолжает с ними работать. После этой политической ошибки. Он ушел с поста главы АЦФ, но не из команды. А сам Навальный это тоже подчеркивал. Он назвал Волкова выдающимся политическим менеджером. Пишет, на чем сосредоточить работу Леонид, решит он сам. Мы не государственная организация с должностями и постами. У нас есть формальная структура. Это АЦФ ключевая из них. Но в целом мы политическое движение, добровольная группа единомышленников. Теперь вы просто представьте себе. Вот это вот добровольная группа единомышленников, которая за бабки договаривается с олигархами по решению вопросов. И за более мелкие вопросы договаривается. И принимает заказы, когда надо кого-то мочить. Это уже абсолютно понятный язык гениальных расследований, которые они публикуют у себя же на Навальный Лайв. Грязь, которую они вылили в отношении меня, вставив кучу фейков, после того, как они узнали, что полетел иск в Штатах. Они, не извиняясь, начали вырезать прямо из этого своего вонючего видео куски про меня. Вырезать начали. Это организация воров, коррупционеров и обманщиков. Как они там говорили? А жулики. Так вы и есть жулики. И это не последнее мой вам привет. Потому что еще много чего интересного есть. И про вашу лидершу нынешнюю, и про всех остальных. Знаешь, когда ты будешь злой дух, так не удивляйся, что он к тебе пришел. Ждите следующих серий. Представьте, что вот эти вот берут власть в России. Пока.